Здравствуйте! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Наталья у нас незримо присутствует за кадром. Сегодня мы будем шить из лоскутков. Распускаем ткани на полоски шириной 10 см, а потом полоски разрезаем на квадратики 10 на 10 см. Нарезали квадратики в достаточном количестве, и теперь перед работой их нужно прогладить утюгом. У нас получилось 5 разных контрастных цветов. Думаю, что этого нам будет достаточно. Чтобы определиться с рисунком лоскутного блока, мы разложили лоскутки на гладильной доске. Вот такой рисунок блока у нас получился. Мы планируем размер блока 4 лоскутка в ширину и 7 лоскутков в длину. У нас 2 столбика квадратов разложены по рисунку. Теперь берем пару квадратов, складываем их лицевой частью друг к другу и прошиваем. На шов берем 0,7 см. Этого припуска нам достаточно для прочности шва. Не прерываем строчку. Берем следующую пару квадратов, складываем их точно так же и снова прошиваем. Берем следующую пару, также складываем, проверяем края и прошиваем. Осталась последняя, 4-я пара. Ее мы тоже прошиваем прямым швом. Вот у нас получилась гирлянда из лоскутков. Лоскутки просто держатся на нитках, которыми их прошили. Нитки мы не обрываем. Берем следующий разложенный по рисунку столбик из лоскутков. Из этого столбика берем верхний лоскуток, прикладываем лицевой частью к лоскутку из гирлянды и прошиваем. Потом берем следующий по очереди квадратик из гирлянды и следующий по очереди квадратик из столбика. Ровненько складываем и тоже прошиваем прямой строчкой. На 3-й лоскуток из гирлянды кладем 3-й лоскуток из колонки. Подвигаем поплотнее к предыдущему и прошиваем. Если нужно, поправляем. У нас остался последний 4-й лоскуток в столбике. Кладем один на другой, выравниваем края и прошиваем. Вот таким образом 3 ряда лоскутков теперь у нас держатся на нитках. Выкладываем ряды оставшихся лоскутков по рисунку. Наша задача пришить оставшиеся лоскутки к гирлянде таким же образом. Вот такой лоскутный блок получается. Квадратные лоскутки скреплены между собой поперечными швами. Теперь возьмем утюг и загладим поперечные швы в одну сторону. В какую сторону заглаживать швы не имеет значения. Швы загладили. Теперь они не будут нам мешать. Складываем полотно вдоль. Наша задача прошить продольные швы. Справились с этой задачей. Теперь нужно их прогладить. Проглаживаем швы в одну сторону. Сделать это очень легко. В процессе немного натягиваем ткань и проглаживаем. Швы загладили. В результате у нас получился лоскутный блок. Таких блоков мы сделали 2. Теперь нам нужно сделать подкладку для этих блоков. Цвет подклада особенного значения не имеет. Поэтому мы сделаем его из того, что у нас лежит без дела. Выкраиваем 2 подклада из этой ткани. Вырезали, кладем на нее сверху лоскутные блоки. И крепим блоки к подкладу булавками. Булавки вставляю прямо в швы. Зафиксировали ткани булавками, теперь прошиваем блоки прямо по продольным швам. Мы прошили поперечные швы, теперь будем прошивать края. Да, кстати, я поменял лапку, установил специальную лапку для пэтчворка. Дальше шить будет удобнее. Прошили блок с подкладом, теперь обрезаем все лишнее. Итак, у нас получилось 2 блока. Теперь нам нужно соединить их между собой. Но вначале сделаем запах. Вырезаем из ткани небольшой лоскуток 35 на 13 см. Подогнем один край и прошьем его на швейной машинке. А потом пришьем запах к одной из половинок. Запах пришили. Собираем наволочку с помощью окантовочной тесьмы. Вот такую тесемку я купил в швейном магазине. По-моему, она очень хорошо подойдет.
Хочу попробовать пришить тесьму с помощью вот такой лапки. Купил ее больше 4 месяцев назад. Очень недорого. Но все никак не выдавался случай ее попробовать. Разбираем механизм и устанавливаем лапку. Раскручиваю регулировку, чтобы окантовочная тесьма свободно вошла. Вставляю тесьму и протягиваю ее подальше. Подтягиваю механизм натяжения и креплю его на лапку. Закручиваю винтом. Теперь беру ткань и вставляю ее в паз между краями тесьмы. Сдвигаю ткань с тесьмой под иголку. Опускаю лапку и начинаю шить. Похоже, что основная моя задача – это следить, чтобы ткань не ушла из-под тесьмы. Все остальное получается само собой. Отрезаю тесьму и прошиваю шов до конца. В общем-то, годный шов получается. Особенно если шить что-то большое, а опыта шитья маловато. Одним словом, эта лапка может вас выручить. Если вам интересно, где я покупал эту лапку и лапку для пэтчворка, ссылку дам в описании. Такая наволочка у нас получилась. Сейчас одену ее на подушку и поглядим, что выйдет. Забавно. Мне нравится. Мы не стали пришивать молнию, чтобы сохранить простоту стиля и такой, знаете, деревенский колорит, а сделали просто запах. Теперь, возможно, добавим пару пуговиц или завязки. Таких подушек я планирую сделать 2 штуки. Они станут хорошей заменой вот такой фабричной подушки из магазина IKEA. А на сегодня это все. Если вам нравятся наши работы, подписывайтесь. Всего вам доброго. До свидания.